Глава 14. Накатывающаяся сила. Дон Хуан собирался начать объяснять овладение осознанием, но передумал и встал. Мы сидели в большой комнате, соблюдая молчание. «Я хочу, чтобы ты попытался увидеть эманации орла», — сказал он. «Для этого ты должен сдвинуть свою точку сборки, пока не увидишь кокон человека». Мы вышли из парка, направились в центр города и сели на пустую скамейку в парке напротив церкви. День клонился к вечеру. Было солнечно и тепло, но ветрено. Вокруг мельтешило множество людей. Он опять повторил, как если бы хотел, чтобы я обязательно это усвоил, что соответствие – уникальная сила, поскольку она либо помогает точке сборки двигаться, либо фиксирует ее в обычном положении. Тот аспект соответствия, сказал он, который удерживает точку сборки неподвижной, называется волей, а аспект, сдвигающий ее, намерением. Он заметил, что одна из самых захватывающих тайн – это то, что воля, безличная сила соответствия, превращается в намерение, личную силу, которая находится в распоряжении каждого индивидуума. Наиболее странной частью этой тайны, сказал он, является то, что превращение это очень легко осуществить, но гораздо труднее убедить себя в том, что это возможно. Именно здесь и находится наш предохранитель. Мы должны быть убеждены, однако никто из нас этого не хочет. Он сказал, что я нахожусь в своем самом остром состоянии осознания и что я могу своим намерением заставить точку сборки сдвинуться глубже влево, в позицию сновидения. Он сказал, что воины никогда не должны пытаться видеть без помощи сновидения. Я возразил, что никогда не отличался способностью засыпать на публике. Он уточнил свое заявление, сказав, что сдвинуть точку сборки с ее нормального положения и удержать ее в новом месте, и значит спать, при некотором опыте видящие способны находиться в состоянии сна и в то же время вести себя так, как будто бы с ними ничего не происходит. Помолчав секунду, он добавил, что для того, чтобы увидеть кокон человека, необходимо смотреть на людей сзади, когда они удаляются. Бесполезно смотреть на них лицом к лицу, поскольку передняя сторона яйцевидного кокона человека имеет защитный экран, который видящие называют фронтальной пластиной. Он представляет собой почти непроницаемый прочнейший щит, который всю нашу жизнь защищает нас от натиска некоторой силы, порождаемой самими эманациями. Дон Хуан также сказал, что не следует удивляться, если я почувствую, что тело мое одеревенело, как будто его заморозили. Кроме того, большое значение будет иметь быстрота реакции, потому что я буду ощущать себя подобно человеку, смотрящему на улицу сквозь окно, и люди будут проходить мимо окна моего видения очень быстро. Затем Дон Хуан велел мне расслабить все мышцы, выключить внутренний диалог и отпустить точку сборки, позволив ей смещаться под воздействием внутреннего молчания. Он велел мне мягко, но уверенно похлопать себя по правой стороне туловища, между тазом и ребрами. Я сделал это трижды и глубоко уснул. Тело мое дремало, но я полностью осознавал все, что происходило вокруг. Я слышал, как Дон Хуан ко мне обращается, и мог следить за всеми его словами, так, словно находился во вполне бодрствующем состоянии. И в то же время не мог пошевелить ни одной частью тела. Дон Хуан сказал, что к окну моего видения приближается человек, и что мне нужно попытаться этого человека увидеть. Я безуспешно попытался повернуть голову, а потом возникло нечто светящееся яйцеобразной формы. Оно было великолепно. Я был в восторге от этого зрелища, но оно исчезло прежде, чем я смог оправиться от удивления. Покачиваясь вверх-вниз, оно уплыло. Все произошло настолько неожиданно и быстро, что я расстроился и почувствовал, что меня охватывает нетерпение.
Возникло ощущение, что я начинаю пробуждаться. Дон Хуан снова заговорил и велел мне расслабиться. Он сказал, что у меня нет ни права, ни времени проявлять нетерпение. Вдруг появилось и уплыло прочь еще одно светящееся яйцо. Оно казалось сделанным из белой флуоресцирующей косматой шерсти. Дон Хуан сказал, что если я захочу, то смогу глазами замедлить все, на чем будет сфокусирован взгляд. Потом предупредил, что идет еще один человек. В этот момент я осознал, что слышу два голоса. Тот, который я только что слышал, за минуту до этого увещевал меня проявить терпение. Это был голос Дона Хуана. А тот голос, который учил меня использовать взгляд для замедления движения, был голосом видения. В тот день я увидел 10 светящихся существ в замедленном движении. Голос видения вел меня. Благодаря ему я смог разглядеть в светимости осознания все то, о чем рассказывал мне ранее Дон Хуан. На правой стороне яйцеобразных светящихся существ я увидел вертикальную полосу яркого янтарного свечения. Она занимала примерно 1/10 всего объема кокона. Голос объяснил, что это человеческая полоса осознания. Потом голос обратил мое внимание на точку, сиявшую особенно ярко. Она располагалась на коконах высоко, почти на самой верхушке. Голос объяснил, что эта точка и есть точка сборки. Каждое светящееся создание, когда я смотрел на него в профиль по отношению к человеческому телу внутри кокона, напоминало гигантский волчок, поставленный на ребро, или почти круглый горшок, накрытый крышкой и опрокинутый на бок. Та его часть, которая напоминала крышку, была фронтальной пластиной. Она занимала примерно 1/5 всей толщины кокона. Я мог бы еще долго сидеть и разглядывать светящиеся существа, но Дон Хуан сказал, что теперь пора попробовать созерцать людей спереди, лицом к лицу, не прекращая созерцание до тех пор, пока не удастся разрушить барьер и увидеть эманации. Я последовал его указанию и почти мгновенно увидел ярчайшую сеть живых волокон света. Они непреодолимо приковывали к себе мое внимание. Зрелище было настолько ослепительным, что я тут же потерял равновесие и свалился на бок, прямо на бетонную дорожку. Лежа там, я увидел, как множатся всепобеждающие волокна света. Потом произошел взрыв, и из прежних волокон вырвались мириады новых. Однако, несмотря на то, что волокна захватили все пространство, и все в пространстве подчинялось их силе, они не нарушали моего обычного зрения. В церковь шли люди, множество людей. Я больше не видел их. Несколько мужчин и женщин находились совсем рядом со скамейкой. Я хотел было сфокусировать глаза на этих людях, но вместо этого вдруг заметил, как начало разбухать одно из волокон. Оно превратилось в нечто похожее на огненный шар, около 7 футов в диаметре. Шар покатился ко мне. Первым моим импульсом было откатиться в сторону с его пути. Но прежде чем я успел пошевелиться, шар накатился на меня. Я ощутил удар, словно кто-то не сильно попал мне кулаком под ложечку. Мгновение спустя меня ударил еще один шар, на этот раз удар был гораздо ощутимее. А потом Дон Хуан дал мне хорошую оплеуху. Я непроизвольно вскочил, и тут же светящиеся волокна и накатывающиеся на меня шары исчезли из моего поля зрения. Дон Хуан сказал, что я успешно выдержал первую короткую встречу с эманациями орла, однако пара толчков опрокидывателя опасно приоткрыла мой просвет. Он добавил, что шары, которые ударялись в меня, называются накатывающейся силой или опрокидывателем. Мы находились в его доме. Я не помнил, как и когда мы туда вернулись. Несколько часов я провел как бы в полусне. Дон Хуан с помощью других видящих своей группы все время поил меня водой.
Кроме того, они периодически ненадолго окунали меня в ванну с ледяной водой. «Те волокна, которые я видел, были эманациями орла?» — спросил я у Дона Хуана. «Да, но ты по-настоящему не видел их», — ответил он. «Как только ты начал видеть, опрокидыватель тебя остановил. Если бы это продолжалось еще мгновение, он бы тебя взорвал». «Что такое опрокидыватель?» «Опрокидыватель есть сила, исходящая из эманаций орла», — ответил он. «Сила, которая ни на мгновение, не останавливаясь, накатывается на нас в течение всей нашей жизни. Когда ее видишь, она смертельна. Но в нашей обычной жизни мы ее не замечаем, поскольку обладаем защитными экранами. У нас есть всепоглощающие интересы, занимающие все наше осознание. Мы все время беспокоимся о своем положении, о том, чем владеем. Тем не менее, эти щиты не избавляют нас от ударов опрокидывателя. Они просто не дают нам увидеть его непосредственно, предохраняя тем самым от поражения страхом, возникающим при виде огненных шаров, которые непрестанно ударяют нас. Экраны – большая помощь для нас, но и большая помеха. Они успокаивают нас и в то же время обманывают, сообщая нам ложное ощущение защищенности. Дон Хуан предупредил меня, что когда-нибудь в моей жизни неизбежно настанет миг, когда я, утратив щиты, буду открыт непрерывному воздействию опрокидывателя. Он сказал, что такую стадию непременно проходил любой воин. Она называется потерей человеческой формы. Я попросил его объяснить так, чтобы я раз и навсегда усвоил, что такое человеческая форма и что значит ее утратить. Дон Хуан ответил, что видящие называют человеческой формой неодолимую силу настройки эманаций, зажженных свечением осознания в том месте, где располагается точка сборки человека в нормальном состоянии. Это сила, благодаря которой мы являемся человеческими личностями. Таким образом, быть человеческой личностью значит быть вынужденным подчиняться этой силе настройки, а, следовательно, быть жестко привязанным в своих действиях к тому месту, откуда она исходит. Благодаря практике воина, его точка сборки в определенный момент начинает сдвигаться влево. Этот сдвиг устойчив. Он приводит к необычному чувству отстраненности или контроля, или даже самоотрешенности. Смещение точки сборки влечет за собой перенастройку эманаций. Новая настройка становится началом целой серии еще более значительных сдвигов. Первоначальный же сдвиг видящие очень точно назвали потерей человеческой формы, поскольку он знаменует собой начало неумолимого движения точки сборки прочь от ее исходной позиции, в результате чего необратимо утрачивается наша привязанность к силе, делающей нас человеческими личностями. Затем он попросил меня во всех подробностях описать то, что я запомнил об огненных шарах. Я сказал, что видел шары лишь мельком и вряд ли смогу подробно их описать. Дон Хуан отметил, что видение – просто иносказательное описание сдвига точки сборки. Поэтому, сдвинув ее еще немного левее, я смог бы добиться более четкого восприятия огненных шаров. Полученную в результате картину можно было бы интерпретировать как то, что мне удалось их запомнить. Я попытался получить более четкую картину, но из этого ничего не вышло. Тогда я описал то, что помнил. Он внимательно слушал, а потом попросил вспомнить, были это шары или огненные кольца. Я сказал, что не помню. Дон Хуан объяснил, что значение этих огненных шаров для человеческих существ огромно, ибо они являются проявлением силы, имеющей самое непосредственное отношение ко всем деталям жизни и смерти. Саму эту силу видящие называют накатывающейся силой.
я попросил разъяснить, что понимается под всеми деталями жизни и смерти. Накатывающаяся сила является средством, с помощью которого орел раздает в пользование жизнь и осознание, объяснил он. Но эта же сила то, с помощью чего он, так сказать, взимает плату. Накатывающаяся сила заставляет все живые существа умирать. То, что ты сегодня видел, древние видящие называли опрокидывателем. Видящие описывают опрокидывателя как бесконечную последовательность радужных колец или огненных шаров, непрерывно накатывающихся на живые существа. Светящееся органическое существо грудью встречает накатывающуюся силу, пока не приходит день, когда оно уже не может с нею совладать. Тогда существо разрушается. Древние видящие были просто околдованы, когда увидели, как опрокидыватель сталкивает умирающее существо прямо к клюву орла, и там оно поглощается. Именно поэтому древние назвали эту силу опрокидывателем. Ты сказал, что зрелище это околдовывает, а тебе самому приходилось видеть, как сила опрокидывает человеческое существо? Конечно, приходилось, ответил Дон Хуан, а потом добавил. Да ты сам это видел совсем недавно в Мехико-Сити. Ввиду полной несуразности его утверждения, я вынужден был заявить, что на этот раз он ошибается. Он засмеялся и напомнил мне случай, когда мы с ним сидели на скамейке в парке Аламеда в Мехико-Сити и видели, как умер человек. Дон Хуан сказал, что это событие запечатлелось не только в моей обычной памяти, но и в эманациях левой стороны. По мере того, как Дон Хуан говорил, я почувствовал, что во мне что-то постепенно проясняется, и я смог с необычайной ясностью восстановить образ всей той сцены в парке. На траве лежал человек. Сдерживая зевак, над ним стояли трое полицейских. Я ясно помнил, как Дон Хуан хлопнул меня по спине, чтобы сдвинуть уровень осознания. И я увидел. Но видение мое не было совершенным. Я не мог избавиться от восприятия обычного мира. Мне удалось добиться лишь того, что я видел волокна совершенно дивных цветов, наложенные на здания, на транспорт и на все, что было вокруг. Волокна были нисходящими нитями цветного света. Они обладали внутренней жизнью, сияли и излучали энергию. Взглянув на умирающего, я увидел то, о чем говорил Дон Хуан. Но чем бы я ни фокусировал взгляд, я видел катающееся повсюду нечто, напоминающее огненные кольца или радужные шары перекати поля. Кольца накатывались на людей, на Дона Хуана, на меня. Я ощущал их удары в области солнечного сплетения. Меня начало подташнивать. Дон Хуан велел сосредоточиться на умирающем. Я увидел, как тот в какой-то момент свернулся, как сворачивается мокрица, когда до нее дотрагиваются. Ослепительно сияющие кольца отталкивали его прочь, словно устраняя со своего величественного, вечно неизменного пути. Ощущение мне не понравилось. Огненные кольца не испугали меня. В них не было ничего устрашающего или зловещего, и я не чувствовал себя ни подавленным, ни мрачным. Кольца скорее вызывали у меня тошноту. Я чувствовал их у себя под ложечкой. Отвращение — вот что я тогда чувствовал. Воспоминание снова пробудило во мне чувство общего дискомфорта, которое я ощущал в тот раз. Когда меня начало тошнить, Дон Хуан расхохотался и смеялся до тех пор, пока не начал задыхаться. «Однако ты склонен преувеличивать», — сказал он. «Накатывающаяся сила не настолько плохая вещь. Более того, она прекрасная вещь. Новые видящие советуют открыться ей. Древние видящие тоже открывались ей, но из соображений, которые диктовались чувством собственной важности и одержимостью. А новые видящие подружились с ней. Они вполне освоились с этой силой,
обращаясь с ней без малейшего чувства собственной важности. Последствия этого просто поразительны. Для того, чтобы открыться накатывающейся силе, требуется только сдвинуть точку сборки. Если силу эту видеть намеренно, опасность минимальна. Зато исключительно опасна ситуация, когда точка сборки сдвигается случайно, например, вследствие физической усталости, эмоционального истощения, болезни или просто небольшого эмоционального либо физического кризиса, такого как испуг или алкогольное опьянение. При непреднамеренном смещении точки сборки накатывающаяся сила раскалывает кокон. Я много раз говорил о просвете, который имеется у человека ниже пупка. Находится этот просвет не на самом теле, а в коконе на уровне чуть ниже пупка. Этот просвет скорее является впадиной, чем-то вроде естественной деформации, гладкого во всех остальных частях кокона. Именно сюда нацелены удары опрокидывателя, именно здесь и трескается кокон. Если сдвиг точки сборки незначителен, кокон восстанавливается очень быстро. Человек при этом испытывает то, что когда-нибудь случалось с каждым. Видит цветные пятна неправильных очертаний, которые остаются перед глазами, даже если их закрыть. Если же сдвиг значителен, заметно большей будет и трещина, поэтому на самовосстановление кокону потребуется больше времени. Такое происходит с воином, использующим растение силы для целенаправленного сдвига точки сборки, а также с людьми, которые принимают наркотики и тем самым сдвигают точку сборки неосознанно. В этом случае человек чувствует онемение и холод. Ему сложно говорить и даже думать. Ощущение такое, словно внутри все замерзло. При катастрофически значительных сдвигах точки сборки, вследствие, например, травмы или смертельного заболевания, накатывающаяся сила раскалывает кокон по всей его длине. Кокон тушится и сворачивается, а человек умирает. «Может ли такая трещина образоваться вследствие преднамеренного сдвига точки сборки?» – спросил я. «Иногда», – ответил Дон Хуан. «Ведь в действительности мы очень хрупкие создания. По мере того, как опрокидыватель снова и снова ударяет нас, смерть входит сквозь наш просвет. Накатывающаяся сила и есть смерть. Как только она находит слабину в просвете светящегося существа, она автоматически раскалывает кокон, открывая просвет и разрушая существо. «Просвет есть у любого живого существа?» – спросил я. «Конечно», – ответил он. «Тот, у кого бы не было просвета, никогда бы не умер. Однако по форме и размерам просветы бывают разные. Человеческий просвет – чашеобразное углубление размером с кулак. Форма очень хрупкая и крайне уязвимая. Просветы других органических существ похожи на человеческий. Некоторые несколько устойчивее нашего, некоторые еще слабее. Но действительно сильно отличаются от нашего только просветы неорганических существ. Они больше похожи на нить, тонкий волосок светимости. Соответственно, органические существа живут бесконечно дольше, чем мы. В том, как долго живут эти существа, есть что-то навязчиво привлекательное, и древние видящие пошли на поводу у этой привлекательности. Одна и та же сила может производить два диаметрально противоположных эффекта. Древние видящие стали пленниками накатывающейся силы, новые видящие за свои труды получили вознаграждение в виде дара свободы. Овладев намерением, новые видящие освоились с накатывающейся силой. В некоторый момент они раскрывают свои коконы, впуская силу внутрь. И вместо того, чтобы свернуть кокон, как испуганную мокрицу, сила заполняет его изнутри.
Конечным результатом становится полная и мгновенная дезинтеграция. Я задал Дону Хуану массу вопросов по поводу сохранения самосознания светящегося существа, поглощенного внутренним огнем. Он не ответил. Он только усмехнулся, пожал плечами и продолжил свой рассказ. Одержимость древних видящих опрокидывателем не позволила им заметить вторую сторону этой силы. Новые видящие, тщательно следуя своему правилу полного отрицания традиции, ударились в другую крайность. Сначала они вообще не склонны были фокусировать свое видение на опрокидывателе, утверждая, что сперва необходимо понять силу больших эманаций в ее дающем жизнь и развивающем осознание аспекте. Они поняли, что неизмеримо легче разрушить что-либо, чем построить и поддерживать. Опрокинуть жизнь и укатить ее прочь – ничто в сравнении с задачей порождения жизни и ее поддержания. Конечно, новые видящие тоже несколько заблуждались, но впоследствии им удалось исправить ошибку. «В чем именно они заблуждались, Дон Хуан?» – спросил я. Выделять что-либо для изолированного видения – это ошибка. В самом начале новые видящие действовали в направлении, полностью противоположном направлению деятельности их предшественников. Они с той же полнотой сосредоточили внимание на другой стороне опрокидывателя, и с ними произошло нечто настолько же, если не более ужасное, чем то, что случилось с древними. Они умирали глупой смертью, совсем как обычные люди, ведь у них не было ни таинственности и злобности древних видящих, ни стремления к свободе, отличающего видящих современных. Первые из новых видящих считали, что оказаться ни с чем после жизни, наполненной дисциплиной и тяжким трудом, ничуть не лучше, чем остаться беспомощным после бесцельно и бестолково прожитой жизни обычного человека. И то, и другое с точки зрения современных видящих неприемлемо. После того, как новые видящие пересмотрели свою традицию, они поняли, что знание древних, касавшееся накатывающейся силы, было полным. В какой-то момент древние видящие пришли к заключению, что существует два аспекта накатывающейся силы. Опрокидывающий ее аспект соотносится исключительно с разрушением и смертью. Но есть еще кольцевой аспект, то, что поддерживает жизнь и осознание. Однако древние выбрали путь взаимодействия только с опрокидывающим аспектом. С помощью группового созерцания новым видящим удалось увидеть разделение двух аспектов накатывающейся силы. Они увидели, что это две силы, которые слиты, но не являются одним и тем же. Кольцевая сила приходит к нам чуть-чуть раньше опрокидывающей, но они настолько близки, что кажутся одним. Кольцевой силу назвали потому, что она приходит в виде колец, нитеобразных радужных петель, очень тонких и деликатных. И точно так же, как опрокидывающая сила, сила кольцевая ударяет каждое живое существо непрерывно, однако совсем с другой целью. Цель ее ударов – дать силу, направить, заставить осознать, то есть дать жизнь. Новые видящие обнаружили, что равновесие двух сил в каждом живом существе – вещь очень тонкая. А если в какой-то момент индивид чувствует, что опрокидывающая сила бьет мощнее, чем кольцевая, значит равновесие нарушено. В этом случае опрокидыватель будет бить и бить все сильнее и настойчивее, пока не пробьет брешь в просвете живого существа и не заставит это существо умереть. Из того, что ты назвал огненными шарами, исходят радужные обручи, точно соответствующие по своим размерам живым существам, независимо от того,
Будут это люди, деревья, микробы или союзники. «А что эти обручи бывают разных размеров?» — спросил я. «Не нужно воспринимать все настолько буквально», — сказал Дон Хуан. «Собственно говоря, никаких колец нет. Существует только кольцевая сила, которая вызывает у видящего, который сновидит ее, ощущение колец. И разных размеров тоже нет. Сила одна, она неделима и приходится впору всем живым существам, органическим и неорганическим». «А почему древние видящие сосредоточили усилия только на опрокидывающем аспекте?» — спросил я. «Потому что были уверены в том, что от умения видеть этот аспект зависит их жизнь. Они были убеждены, видение даст им ответы на вечные вопросы. Они полагали, что, раскрыв тайну накатывающейся силы, станут неуязвимыми и бессмертными. Печально, но как бы там ни было, они действительно раскрыли тайну, однако это не сделало их ни неуязвимыми, ни тем более бессмертными. Новые видящие все изменили, осознав, что пока у человека есть кокон, путь к бессмертию отрезан. Древние, видимо, так и не осознали того, что человеческий кокон – это сосуд, и он не может выдерживать натиск накатывающейся силы вечно. И, несмотря на все накопленные ими знания, в конечном счете они оказались не в лучшем, а, пожалуй, в гораздо худшем положении, чем обычные люди. «В каком смысле их положение было худшим, чем положение обычных людей?» – спросил я. «Колоссальные знания, которыми они обладали, заставили их считать, что выбор их непогрешим», — ответил Дон Хуан. «Поэтому они решили жить во что бы то ни стало». Дон Хуан взглянул на меня и улыбнулся. Было очевидно, что этой театральной паузой он хочет мне что-то сказать. Но что именно, я не улавливал. «Они выбрали жизнь», — повторил он. «Подобно тому, как они решили стать деревьями, чтобы собирать миры в почти недостижимых больших полосах». «Что ты имеешь в виду, Дон Хуан?» «Я имею в виду то, что они воспользовались накатывающейся силой для того, чтобы сдвинуть свои точки сборки в невообразимые позиции сновидения, вместо того, чтобы позволить силе откатить их к клюву орла ему на съедение».